Друзья, всем привет! Вы на канале Железный Клад. Меня зовут Владимир. И это вторая часть деревни Хорошая Костромской области. Ну а сегодня мы, значит, осмотрим вторую часть деревни. Ну и я вернусь обратно в этот заброшенный дом. Осмотрю соседний дом, который мне не удалось осмотреть в прошлый раз. И переночую в нем. Ну а сейчас начнем вот с этого интересного домика. Видите, досок не хватает. Это сейчас очень модно. Как это называется? Они охотники за досками. Они забирают вот эти длинные старые доски, черные. Их облагораживают и с помощью таких досок уже делают новые интерьеры какие-то в домах. Продают их, кстати, довольно дорого. Дом видно, что в таком еще довольно приличном состоянии. А кто-то в домике живет. Следы есть. Ага. Это у нас ограда. Довольно огромная сделана. Вытащен ткацкий станок. О, да тут много вообще всего. О, там... Сейчас все будем рассматривать. Это... Нет, это ткацкий станок. Но он какой-то переделанный. Что-то другое из него хотели сделать. В доме жил плотник. Очень много фуганков. Один. Тут вот второй фуганок. Уже ручка резная. О, вмерз. Плотник, скорее всего, жил. Еще инструмент. Это все для обработки дерева. Санки деревянные. О! Блин, друзья, я такое еще никогда не находил. Посмотрите, какая красота. Это для лошади. Как она называется-то? Дуга. Дуга для лошади. Вся полностью в резьбе. Это, наверное, тройка лошадей. Вот знаете, такая, прямо как на картинах. Красивые. Все украшенные. Блин. Офигеть, это надо в музей куда-нибудь. Какая красота сделана. И с этой стороны, да, тоже с двух сторон все одна сплошная резьба. Вот это да, это находка, ни разу таких не находил. Красота. О. Блин. Наверное, богатый хозяин здесь жил, раз у него такие вещи были. Наверное, и лошадей держал, и резьбой занимался. Уверен, что мы сможем здесь еще, наверное, что-нибудь найти красивое. Такое вот с резьбой. А, посмотрите, какой хлев высокий. Прямо. Я там в доме был, в соседнем. Там потолки ниже, чем здесь в хлеву. Здесь, наверное, лошадь была. Раз сделан такой высокий хлев. Ну и так вот сколько-то животных, наверное, было. Тоже уже тут все разрушилось. Здесь вот, наверное, корова стояла. Хотя их, в принципе, вместе, по-моему, даже оставляли. Но здесь точно была лошадь. Офигеть. Потом сфотографирую, обязательно где-нибудь выложу такую фотографию. Да, здесь действительно мастер жил.
Ага. Это вот у нас подклет. Ну, стандартно вилы. О, медогонка. Вот это вот медогонка. Видите, как сделано? Она на бочку одевалась. Внутрь заряжались рамки с медом. И, соответственно, выгоняли мед. Здесь вот был ледник. Обрушился уже немножко. О, вот это, кстати, да, ульев здесь очень много. Вот прямо очень много. И тоже видите, как они сделаны по старинной технологии. Берестой все закрыты. А вот это вот крупорушка. О, какая здоровая, тяжелая. В таких мололи уже даже муку. Не просто дробленку и сечку делали на кашу. А уже можно было сделать нормальную муку. Лыжи охотничьи. Блин, у меня, друзья, что-то эмоций вообще море. Всяких бочек. Огромное просто количество. Так. Мялка для льна. Ну или для сена. Тоже, видите, она сделана из корневища дерева. То бишь вот это вот корни. И как рогатинка. Вот она ставилась. Ничего не надо было вырезать, придумывать, вырубаться как-то. А это что? Это полозья для саней. Точнее, одно полотно для саней. Оно уже загнуто даже тут. Под гвоздь сделана дырка. Так. Какие-то приспособления. Носилки. Какая-то палка сделана. Наверное, для косы. Пила лучковая, но совсем маленькая. Такая, чтобы можно было вырезать какие-то уже мелкие изделия. Так. Здесь еще один подклет. Здесь кого-то держали. Тоже вот вижу дуги конские. Сейчас попробую туда забраться. Сумку сниму. Ой, может быть еще что-нибудь резное попадется. Так, еще одна дуга, но это без резьбы. Клещи. Ну вот, как мне написали, да, цельное изделие это хомут. Вот когда оно уже, да, собранное, все, правильно его называть хомут. А вот сами вот эти вот деревяшки, это клещи. Да, посмотрите, кого-то здесь держали, а кого непонятно. Какая-то фигня наплетенная. Неясно. И еще одна конская дуга. Я так полагаю, что вообще здесь, наверное, собаку какую-то... А, здесь, наверное, курицы были. Вот что. Да, это, наверное, курятник. А потом сюда уже скидали все самое ненужное. Так. Ой, выбрался. Там еще какое-то помещение. А, колодец. Вот это мне интересно. Давайте заглянем. Ну, в принципе, вода есть. Метрах, наверное, в 5. Он еще, посмотрите, даже держится. Не провалился, не сломался.
Так. Зайти в сам дом такого мастерового человека. Вот он. Вот он, скорее всего, этот мастер, который все это делал, хозяин, с хозяйкой со своей. Узнать бы, как его зовут, кто такую красоту резал. Ой-ой-ой-ой. Еще один хомут конский. Сколько всего. Это прялочка была, да, прялка была механическая, ножная. Так. Вот это вот, скорее всего, раньше в доме стояла эта посудница. Такие ставили рядом с печкой. Потом, скорее всего, ее достали. И, чтобы не выкидывать, убрали сюда. Ларь огромный. Да, под зерно. Не под муку. Зерно хранили. Так. Такой запах старины. Но здесь уже, скорее всего, более советский быт. Люди все-таки жили, что-то меняли у себя. Грелки. И иконы. Типа красного угла сделано. О, стулья наши. Вот эти вот самые удобные, самые хорошие стулья. Они мне больше всех нравятся. Вот на это место делаешь мягкую набойку, и получается вообще превосходный стул. Трюмо. Ну да, советский быт. Какая-то картина висит. Лошадка сани тащит. Розвальни. И еще одни иконы. 2014 год. 11 лет тому назад. Закаты над озером. Александр Шишов, старший брат. Вот такое вот мне интересно, такие книжки. Книги, письма. Инструкция по определению вместимости и калибровки стационарных горизонтальных резервуаров. Интересная какая-то книга. О, какое помещение большое. А это что такое? Ага. Это нить льняная. Коса или не коса? Нет, не коса. Посмотрите, какая вообще хорошая. Тоненькая ниточка к ниточке. Офигеть. Подзор на кровать. С подшивочкой. Раньше же не было. Вот для чего вообще вот эти вот подзоры стали делать? Шкафов не было никаких. Все вещи в основном, допустим, вот хозяйские, хранили под кроватью, и чтобы гости, когда приходят, чтобы не видели, что там хранят, вот под кровать вешали такой подзор. И он как бы закрывал пространство.
Шишкин, Рожь, картина. Ну, это репродукция 1878 года. Красиво. Сейчас-то, конечно, вот, пожалуйста, все вещи можно сложить в такой вот шифонерчик. И все. Они никому не мешаются, никто их не видит. Да, в самом доме немного осталось. Ну, и это понятно. То, что люди, конечно же, переехали отсюда. Давайте посмотрим, что у нас осталось в клети. О! Эй! Это не клеть. По идее, здесь должен быть сеновал. Но здесь клеть такая огромная. Это как вообще понимать? Посмотрите, сколько здесь всего. О, в хорошем состоянии нашли. Вот она. Сейчас я вам все объясню. Вот это вот как раз очень часто нахожу саму струну, а вот это вот полотно, оно крайне редко попадается, потому что, видите, полосочки очень тонкие и они очень быстро сгнивают. Это для выбивания шерсти такое вот полотно. Я помню, у меня у бабушки на чердаке такое вот лежало. Но вот сколько я езжу в хорошем состоянии, чтобы вот прямо оно все сплетенное было. Попадались пару раз, но они все уже такие гнилые. Чтобы вот сплетенное, первый раз нахожу. Значит, били шерсть в доме. Огромное просто количество сундуков. Что-то здесь вообще непонятное. Здесь какой-то барский дом. Вот это... Посмотрите, все вот эти вот костромские, вот они все с росписью. Костромской сундуки. Раз, два. Там вот 3, 4. 4 сундука. Еще какое-то интересное изделие. Зажало его бревном, к сожалению. Ну, тоже здесь пасечник жил. Видно, что ульи оставлены. Какая-то литература разложена. Русский язык. Чинг и другие рассказы. Детское все. Посмотри, как день прекрасен. Арихман Еникеев. Марьева. О, вот это диван. Он же самодельный. Конечно. Он еще даже, посмотрите, очень интересно, вот как отличить самодельный, не самодельный. Он не лаком покрыт, а покрыт он дегтем. Деготь разбавляли, по-моему, с льняным маслом. Ну, получалось такое, типа, как морилка или лак, что-то вот такое вот. И покрывали древесину, она вообще дубовой становилась. Прямо пропитывали, как пропиткой такой делали. И оно тонировало. Вот почему, кстати, все вещи, которые именно вот 19-18 века, они все примерно вот сделаны, ну, как бы по цветности примерно одинаковые, плюс-минус. Кто-то делал темнее, кто-то сильнее, как бы кто-то светлее, но все они сделаны именно вот такие вот коричневые. Это из-за того, что как раз использовалось льняное масло и деготь в виде лака использовали. Делали такие пропитки. Очень крепкие, очень древесины надолго хватает, она не гниет с такой пропиткой. Офигенная штука. Но сушить приходилось древесину очень долго.
как бы после такой обработки. Нужно, чтобы масло выветрилось, чтобы деготь впитался как следует. Да. Сундук тоже интересный. Весь в росписи. Без надписей. Вохамская правда. Когда тебя здесь положили? В 2007 году. Буфетик тоже интересный. Довольно необычный. Оголовничек уже сделан. Так, забраться. Вот лесенка, так лесенка, я понимаю. Лесенка на чердак. Смотрите, на чердаке тоже практически пусто. Странно это. Цеп есть. Это цеп. Зерно обколачивать с колосков. Там вот скально вижу. Тюрик. Ткацкий станок снизу мы видели. Очень хлипкий потолок. Тюрик, запчасти для ткацкого станка. Это все вот. О, хо-хо-хо. Посмотрите, это заготовка для веревки. Льняная. Вот она заплетена уже. Значит, должен быть просак. А просака я не вижу. Ну вот как раз с помощью просака делали более толстую нить. Вот эта тонкая заготовка, ее еще, по-моему, руками прили. А может быть и не руками. Но далее, чтобы сделать уже, как это она называется-то? Пеньку. Вот. Пеньковую веревку, чтобы уже дальше сделать, ее уже сплетали просаком. Вижу набилку. Если интересно, она резная или нет. 3, 2, раз. Резная. Офигеть. С датировкой 1914 года. Вот это находочки, так находочки в доме. Ошалеть просто. Конечно, резьба совсем такая простенькая, елочки, какие-то солнышко вырезано. Но есть датировка. И это говорит о чем? Это говорит о том, что человек, который жил в этом доме, умел писать и считать на то время. Ну вот этот-то конкретно советский. Двухквартирник сделан. Сейчас зайдем в него. Так. Ну, тут хлева. То ли сено не успели закидать на сеновал, то ли что-то тут произошло. Смотрите, на сеновале сено прямо влом. Полный сеновал. И здесь все в сене. Ну да. Хлеб совсем небольшой.
Интересно, что он пристроен к дому. Это же от телеги. Забыл, как эти палки называются. Оцени. Так. А может, это не двухквартирник? Слушайте, что-то какой-то дом подозрительный. Лыжи детские. Кстати, самодельные. Видите, как на самодельных носки разгибают. Практически прямые. Тут лари сделаны. Тут что-то есть, но дверь заклинила. Нет, это не двухквартирный дом. Это дом одной семьи. Ох, нифига себе. Что тут все перевернули. Все, куча книг. Это что такое? Какая-то статуэтка была. Тут не одна такая была, их две. Ноги отломанные. Может, она светящаяся? Нет, не похоже. Бочки. Куча литературы. Но это все русский язык, 6 класс. И тут же пила. Дружба 2 висит. Познание, ведущее к вечной жизни. Секта какая-то была или что? Какая-то книжка сделана, но как-то странно. Сектантская какая-то. Фотографии. Все осталось. Сервис. Зачем он сфотографирован? О, папа. 3 ребенка. 2 дочки и сыночки. Это интересно, они же или нет? Да, похож. Еще фотографии. О, у меня похожее есть. Село Балтым, 1987 год. 1 класс, 1 сентября. Учитель Клешнина Татьяна Николаевна. О, это коллектив какой-то рабочий. Одни женщины практически. Очень мало мужчин. Не подписанная фотография. А это что, пластинки? Точно, посмотрите, какая гора пластинок. О, тут еще фотографии. Почему-то их оставили. Это целый альбомчик сделан. 71-го года вот эта вот фотография. Как мило. Вот он, молодой папа. С первой дочкой. Ух ты, военный. Так. День рождения Земли. На 2 дня. Сколько тут всего. Сказки, сказки. Вот хотел где-то тут
пластинка-то была. О, да, во. Кармен. Лондон Гудбай. Класс. В мире много сказок. Огромное количество просто пластинок. Группа Фристайл. Это же все. Электроклуб. Ну-ка, кто скажет, как вот этого певца зовут? Лицо знакомое, но вспомнить не могу. Нет, имена не подписаны. Ну-ка, напишите в комментариях обязательно. Юрий Антонов. Да, тут целая жизнь собрана. Тут что-то интересное. Какая-то лавка сделана. И здесь, как будто здесь печка стояла. Но не похоже. Странно. Борис Ельцин. На заданную тему исповедь. Ну-ка, напишите, кто как к этому человеку относится. В 2 словах. Какая большая фотография. Наверное, хозяева. Что-то действительно какой-то очень странный дом. Так, а здесь была жилая комната. Да, так и есть. Русская печка. Подтопок сделан. Да, это дом одной семьи. А почему он так сделан? Странно. Фотографии. Ксюша в день ангела. Тут, ну, это уже репродукции какие-то. Изокомбинат. Художник. РСФСР. Министерство печати и массовой информации. Да. Такая вот кошечка. Огромная Библия. Современный перевод. Верующие, значит, жили люди. Посмотрите, что это. Это же вкладыши из жвачек. Трансформерс. Черепашки-ниндзя. Вот такую, я помню, Терминатор. Да, были у меня. Старые фотографии. Не такие уж, кстати, они и старые. Блин, что же с хозяевами случилось? Почему фотографии не забрали? Здесь же целые альбомы. И свадебные, и детские. Жан-Клод Ван Дамм. Все, закончились. Тут вот еще один альбом.
Я так понимаю, он тоже полон фотографий. Валеру, Ксюша, Валера, бабушка, дедушка. Блин. Олеся. Да, много и детские фотографии, и взрослые. Очень бы хотелось, чтобы все-таки хозяева забирали свои фотографии из домов. Что сало для шерсти? Так. Ага, все, я понял. Это как раз пристрой буквой Г, это хлеб. В нем мы как раз побывали. А сам дом был так вот развернут. Прикольно. Очень необычно сделано. Да, из-за деревьев не видно было. Но там домов еще. Очень много. Вот этот домик. Он как-то, видите, отдельно. Там вот улица идет. А вот этот дом, он отдельно стоит. На самом пригорке. Глиняный горшок вижу огромный. Это именно... Если вот у нас корчаги, то здесь именно горшки страшно отрывать. Боюсь, испорчу. Пускай лежит. Но вот этот сделан уже похуже. Можно видеть и вкрапление грязи в глину. Когда выжигали, она сгорела вся. И внутри уже видно, что есть накатка от пальцей. Такая неровность. По наружке вот его проглаживали, а внутри нет. Значит, мастер уже не такой профессиональный был. Прялка? Да, прялка. Да. Разрушился немножко домик. Ух. Верстак. Для работы с деревом. И прялка. Ух. Какая лопата огроменная. Наверное, была заготовка для хлебной лопаты. А потом решил, дай-ка прялку сделаю. Ну да. Ого! Хочу добраться, там вон корчагу вижу. Ничего больше не хочу пока. Хочу только вот до этой корчаги добраться. Какая красота! Ого! Офигеть! Размочила ее, конечно. Оборка была сделана. Оборка. Хотите, я вам расскажу вот про эти оборки? Супруга у меня делает глиняную игрушку. И когда я смотрю, как она делает оборки на барынь, она иногда через силу не ругается, можно так сказать. Глину, во-первых, саму оборку сделать довольно сложно, потому что она ломается. Во-вторых, ее притереть сложно. И при обжиге, если она не отвалилась, это вообще удача. Вот. А здесь, посмотрите, в круговую она, конечно, была. Сейчас уже большая часть отвалилась кусками. Но это находочка такая нехилая.
Первый раз я вижу такие горшки. Корчаги. Именно это корчага. Так. Еще один тоже, посмотрите, он какой. Нифига не круглый. То ли его от времени так замяло, то ли изначально так был сделан. О, корзинки из ивы. Редко они тут попадаются. Совсем мало я их нахожу. Это ножны берестяные для ножа. И опять посмотрите, куча фотографий оставленных. Ой. Блин, блинский. Такие старые фотографии советские. Детишки. Это, наверное, что-то наподобие садика было здесь. Совсем маленькие. Два друга. У деревца. Это документы. Свидетельство о заключении брака. И тоже все оставлено. Эх. Ух ты, какая фотография старинная. Посмотрите, еще и в расфокусе все. Без надписи. На память крестной Гали и Нади от крестника и брата Николая. Николай. Тут какая-то фигня вцепилась. Блин. Порвалась фотография. Нет, не порвалась. Не сильно. Парни молодые, с гармошкой в руках. 57-й год. Плохо уже не разобрать ничего. Дружбу, вот вижу, 17 лет. Да. Фирма Магра. Это что, чай в таких продавали? Интересно, какие баночки. Кто любит баночки? Я люблю баночки. О, крашенина. Вот она, крашенина, видите? Вот не заводская. Прямо видно на поверхности краску. Она уже растрескалась. Интересно сделано. Вот это действительно простынь была. Самая обычная простынь. И покрашена.
где-то Вадим находил трафареты. Вадим Вятский. Вадим находил трафареты для такой вот крашенины. У нас в Кировской области попадаются крашенины, но они уже как будто, знаете, то бишь, ну, какая-то артель их изготавливала. А вот это конкретно какой-то мастер ходил, наверное, по деревням. У него с собой были трафареты. И он делал такие вот красивые полотна. А, вот. Вот вторая так крашенина. Вот видите, в чем разница? Может быть, конечно, краска другая. Но вот это конкретно просто ткань покрашенная. Видите, краски снаружи нет, а просто покрашенная ткань. А вот это, на ней конкретно краска снаружи. Если, не знаю, видно, не видно будет, постараюсь показать. Видно даже, что она вот растрескивается так снаружи. Видите? Вот эти вот как раз мастера, которые по деревням ходили, вот именно вот такие вот делали. Ну что, друзья, сейчас прошел остаток деревни. Могу сделать небольшое заключение. Никаких признаков черемисов, точнее марийцев, я здесь не нашел. Значит, получается, что действительно эта местность заселялась позднее. Последний домик, который остался, очень интересный тем, что у него вот здесь вот зачем-то окна сделаны. Здесь уже, по идее, ограда сделана. Но для какой-то цели окна с этой стороны. Неужто здесь баня была? Да, так и есть. Это баня. Баня, кстати, по-черному. Потом уже позднее поставили печку. Давно она здесь очень стоит. Под землю ушла. Но изначально, видите, она вся прокопченая. Такая черненькая. Не мажется вроде. Лисичка тут в гости, наверное, захаживает. Натоптала своими лапками. Может быть, собака енотовидная. О, поберушечка. Какая маленькая. Детская, наверное. Какие-то книжки разложены. Тарас Бульба. Да, большая ограда была. Здесь, наверное, дрова когда-то хранили. Мялка для сена. Тоже корневища. Много раз попадалось. Хлева. Еще хлева. Так. Подклет. И посмотрите, практически во всех домах ули. Ну, то бишь, пчел держали почти все жители этой деревни. Купорушка сделана. Какая-то интересная. Что она почему-то прикручена болтом. Рубанки.
всякие разные. Это что, фуганок? Да, фуганок. Вроде больше нету ничего. Смотрите, вот я езжу по этому региону. Здесь абсолютно нет коз горбуш. Вот если в нашем, в Вятском крае, их прямо иногда там десятками в домах попадалось. Вот скажем, в этом же Доровском, по-моему, я районе ездил. А ведь отсюда совсем недалеко. Я вам скажу, 50, может быть. Ну ладно, не 50, вру, 100 километров. Но это не такой адский, не такое адское далекое расстояние. И тоже, вот этот дом конкретно по костромской технологии постройки. Вот это холодная изба. Вот там вот теплая изба, небольшой мост. Вот стандартные такие дома нахожу. В Вологодской немножко по-другому строили. У них именно пятистенок был сделан. И получается, обе избы были теплые. Ну, как бы одна большая изба была. Что ты? Ой, орехи грецкие. Кто-то нажелубил, прямо тут набросал. Или они, наверное, где-то в пакете были. Что ты? А, не хватает одного деления не хватает. Тут тоже, видите, полы спиливали, доски забирали. Но почему-то забрали не все. Какой-то проигрыватель был. Ух ты, сразу не заметил. Необычный сундук, роспись. Первый раз такую вижу. Но сделано качественно. Видите, уже ласточкин хвост вбит. То бишь, довольно старинная технология. И покрашен так интересно зеленым цветом. Да, в самом доме абсолютно пусто. Несколько вещей только осталось хозяйских. Буфет. О, ничего себе. Вот это лавка. Всем лавкам лавка. Или это уже диван такой? Да, это диван с откидными бортами. То бишь, чтобы можно было удобнее лежать. Но он конкретно старинный. Смотрите, резьба сделана. Даже оголовничек. Где-то в соседнем доме мы находили что-то подобное. Тоже необычно. Да, тут уже абсолютно пусто. Пойдемте, заберемся на чердак. Посмотрим, что там осталось у нас. Так, где-то здесь вот был. Ага, вот она лесенка. Нет, к сожалению, абсолютно пусто. Так, ну что, сейчас я еду уже в сторону ночевки. В тот вот заброшенный дом. Поприбираюсь там еще немножечко. Ну и переночую.
Увидимся с вами там. Ну что, добрался, немножко расположился. Сейчас поставлю воду кипятиться на чай. Ну что, пока у меня тут водичка закипает, пускай она закипает, зальем в термос, а мы с вами пока сходим в соседний дом на прогулку, посмотрим, что же там интересного у нас есть. Уже это получается 3-й раз, когда я приехал в эту деревню. Вот он. Наверное, тут и не видно будет. Вообще, осталось ли что-нибудь в этом доме или нет. Тут колодец. Ага. Как там глубоко. А тут посмотрите, я сразу-то и не заметил. Тут, оказывается, отдельно хлеб стоял. А я-то думал, в доме нету хлеба. А как оно тут? Ого. Нифига себе. Тут и дрова есть. Тут какая-то баня, наверное, была. Посмотрите, седло. Цельное. Даже посмотрите эти. Забыл, как они называются-то. Все ведь оно получается вообще целиком. Конечно. Здесь кто-то жил. Нифига себе. А я и не знал. Так, тут получается как раз хлев. Огромный какой. И это все одно сплошное здание. И здесь тоже кого-то держали. Так. А сверху сеновал. Смотрите, тут целый сток сена. Ошалеть. Вилы. Вот они, вилы, стогометы-то. Не знаю, видно, не видно будет. Но они в потолок упираются. Вот такими вилами обычно метали сток большой. Тут же и грабли. Все деревянное, настоящее. А эти уже подтерли. Посмотрите, зубцы какие маленькие. И тоже носилки еще. Длинные жерди такие. Да, тут в сток закопаться. Тепло будет. Сено, оно же постоянно преет. Медленно, медленно. Но в нем всегда тепло. Пойдемте сейчас в дом зайдем. Чайничек у нас все равно пока еще закипает.
Там можно погулять полчасика. Ух ты! Какое-то странное помещение. Глиняные трубы. Если не ошибаюсь, то их для мелиорации, по-моему, использовали такие вот. Что-то написано. А, вот такая же надпись, как и на соседнем. Будьте как дома, не забывайте, что в гостях. Ключ на гвоздике. А где ключ? А ключа уже очень-очень давно нет. Но я думаю, попасть мы сюда точно сможем. Видимо, хозяева совсем переехали из этого места, из этих домов. И поэтому вот оставили такое объявление. Решили, что они уже никогда сюда не вернутся. Тут вот клеить, но это стандартная как раз технология. Нет, не стандартная. Обычно перегородок не бывает. Ух ты! Скобели. Вот такими вот бревна сочили. Ну, кожуру убирали. Кожуру. А вот такими я не знаю, кстати, что делали. Тоже интересный. Но как будто дом не из елки, не из сосны, точнее. Уж больно как-то хорошо кора убрана. Бревнышки тоненькие совсем. Может быть, сантиметров 15 всего. Тут санузел. А сбоку, наверное, какое-то хозпомещение, закуточек. Корзина, посмотрите, из дранки какая. С ручками даже. С ручками я еще не видал такие. Все, у меня есть желание попробовать сделать самому такую вот. Вот, да тут тоже, в принципе, можно жить. Тут только кровати не хватает. А, нет, вот все. Тоже, получается, дом осаживается. Еще совсем немножко, и печь провалится. Сломает ее. Бревна все выровненные. Такой приятный домик. Нравится мне вот такая вот. Лавки прямо по бокам стоят. Не знаю даже, кто здесь жил. Подпол. Высокий когда-то был. Получается, дом просаживается. Медленно, но верно. А печка вот как стояла, так и стоит на своих бабках. Да, немного, к сожалению, в доме осталось. В соседнем гораздо больше. Может быть, на чердаке что-нибудь есть? Ночью на чердак.
Конечно, если кто-то боится, для меня день от ночи ничем не отличается. Что день, что ночь. Я и ночью по лесам шатался. Вот в лесу ночью, так, я бы сказал, немножко страшновато бывает. А в домах, в деревнях, что тут страшного может быть? Да, вот смотрите. Получается, печка была с переходом, труба у печки была построена с переходом. И вот если в таком доме попробовать затопить печь, это сразу же пожар. Потому что дым отсюда пойдет. Сначала дым, искры, и потом все загорится вокруг. Можно не заметить и спалить дом. Поэтому, если заметили, печку я до сих пор не топлю в доме. Хотя и зима на улице, вроде бы и холодно. Но на самом деле минус 10 для меня не холод. Так что минус 30, вот я бы еще подумал. А минус 10 так. Тепло. Ну что, я думаю, водичка там уже, наверное, закипает. Ну, интересно так сделано, да? Смотрите, дом, между ними ворота огроменные, прямо сюда, наверное, телеги загоняли. А, не видно. Ну да. Ворота большие очень. Телеги, наверное, загоняли. Тут вот они на территории все стояли. Возможно, что и сама территория дома тоже была огорожена. Интересно, а здесь подклет? Я его, кстати, тоже не видел. Ух ты! Доски половые сняли. Здесь, скорее всего, когда-то или колодец, или ледник был. Смотрите, тут яма такая здоровая прямо. Да, недолго осталось. Вот такая ямина, она медленно-медленно грунтовыми водами землю стянет в середину, и все стены вот эти упадут. Так что тут такому дому всего может быть 3-4 года, и он весь упадет. Да, амбар, конечно, такой нехилый. О, тут... О, хо-хо. Тоже сразу не заметил. Окна-то со ставнями. Ошалеть. И наличники резные. Красота какая. А снаружи дома ничего нету. Странно так. Посмотрите. Даже оборки, наличники, они в 3D резьбе прямо выделяются так. Сверху, снизу. Со ставнями, кстати, я вот еще ни разу дома не находил. У нас их в Кировской области крайне мало попадаются. И мне, к сожалению, они еще ни разу не попались. Ой, без лыж проваливается сразу по колено. Так, все, еду загрузил. Сейчас будем ждать, пока погреется. Ну а пока пойдемте немножко приберемся. Убрать тут все лишнее, немножко подмести,
чтобы ходить было более комфортно. А то тут дрова какие-то, все накидано, так неудобно вообще. Хотя бы, чтобы прямой был проход. Дрова что-то почему-то выпали. Тут уж все лишнее-то убирать не буду. Завтра уже уезжать. А сегодня хочется еще отдохнуть. Ну вот сейчас хотя бы ходить более-менее чисто. Здесь-то, конечно, получше. Ну, здесь, в принципе, уже такой более-менее быт наведен. Скатерочку бы сюда новую застелить. Ну и накидочку на кровать, чтобы почище тоже было. И думаю, вполне приличненько можно здесь ночевать изредка. Так, друзья, еда у меня уже погрелась. Я сейчас сажусь кушать. Ну и вам всем приятного аппетита.